Представьте, что прямо сейчас вам нужно создать вещь, которая обязана просуществовать 100 тысяч лет. Цифра звучит красиво, но наш мозг плохо справляется с такими масштабами. Вот смотрите, египетские пирамиды, которые кажутся нам символом вечности, стоят всего около 4500 лет. Получается, ваша конструкция должна пережить их больше, чем в 20 раз. За это колоссальное время планета изменится до неузнаваемости, сменится климат, наступит и уйдет новый ледниковый период, а человечество, возможно, забудет все свои современные языки или вообще исчезнет как вид. И вот в таких условиях ваш объект должен оставаться абсолютно целым. Но самое парадоксальное здесь — это цель. Его строят не для того, чтобы похвастаться достижениями перед далекими потомками. Все с точностью да наоборот. Это сооружение обязано сделать так, чтобы о его содержимом никто и никогда не узнал. На самом деле, это не фантастический роман. Этот объект существует в реальности. В Финляндии, на уединенном острове Олкилуото, инженеры завершают колоссальную стройку. Проект называется «Онкало», что с финского переводится очень скромно – «пещера» или «скрытое место». Но за этим простым словом прячется, пожалуй, самое зловещее и одновременно монументальное творение человека. Это гигантский подземный лабиринт, вырубленный в твердом граните, который уходит вниз, вглубь планеты, почти на 500 метров. Там, в абсолютной темноте, люди собираются запереть то, что наша цивилизация научилась производить, но так и не придумала, как уничтожить – наше самое опасное атомное наследие. Дело в том, что Онкало – это не просто склад. Это первая в мире попытка заглянуть в бездну глубокого времени и договориться с вечностью, где привычные нам законы истории и государств просто перестают существовать. Чтобы понять, зачем вообще понадобилось закапывать миллиарды долларов в гранитную скалу, нужно взглянуть на то, как мы живем прямо сейчас. Наша цивилизация дико зависима от электричества, и ядерная энергетика в этом плане настоящее спасение. Она чистая, мощная, эффективная, но у нее есть одна очень грязная тайна. Это отработанное ядерное топливо. Когда урановые стержни в реакторе атомной станции заканчивают свою работу, они не превращаются в обычный мусор. Они становятся невероятно горячими и смертоносными. Если человек просто постоит рядом с таким стержнем без защиты всего пару секунд, он получит гарантированно смертельную дозу радиации. И этот невидимый недуг будет активен тысячи лет. Понимаете, какая штука? Сейчас практически весь мир решает эту проблему очень временно. Эти радиоактивные стержни сначала годами держат в огромных бассейнах с водой прямо при электростанциях, просто чтобы они хоть немного остыли. Затем их перегружают в огромные бетонные и стальные контейнеры и оставляют прямо на поверхности Земли. Мол, пускай стоят, а будущие поколения что-нибудь придумают. Но вдумайтесь, эти контейнеры требуют постоянного присмотра. Там нужна электроэнергия для охлаждения, там нужна вооруженная охрана, а главное, там нужно стабильное правительство, которое будет за всем этим следить. Но ни одна страна на Земле не способна гарантировать, что она просуществует хотя бы 1000 лет, не говоря уже о 100 тысячах. Случись крупная война, экономический коллапс или природный катаклизм, и эти поверхностные склады превратятся в бомбы замедленного действия. Вот именно поэтому финны первыми в мире решили прекратить эту опасную игру в надежду на авось. Они поняли простую истину. Поверхность нашей планеты слишком хаотична. Люди постоянно воюют, границы меняются, климат сходит с ума. А значит, единственное безопасное место, куда человеческая глупость или природная ярость не смогут дотянуться, это глубокое подземное царство. Нужно просто вернуть этот опасный материал туда, откуда мы его когда-то взяли, обратно в недра Земли, глубоко под землю, и запереть там навсегда. Вот тут мы упираемся в самую сложную, даже немного пугающую проблему этого проекта. Дело даже не в физике или радиации, а в обычном времени.
Что такое 100 тысяч лет? Давайте отмотаем стрелки назад на такую же глубину истории. 100 тысяч лет назад на Земле вовсю шел ледниковый период. По планете бродили мамонты, а наши далекие предки только-только обживали пещеры. Они делили планету с неандертальцами, охотились с каменными наконечниками и общались примитивными звуками. Понимаете масштаб? За 100 тысяч лет человечество прошло путь от дикаря у костра до полетов на Марс и создания квантовых компьютеров. А теперь представьте, сколько всего произойдет за следующие 100 тысяч лет, пока финский бункер будет лежать под землей. Любая человеческая структура на поверхности планеты обречена. Смотрите сами, латынь была великим языком огромной Римской империи, но сегодня она мертва, хотя прошло всего-то 2000 лет. Языки меняются невероятно быстро, письменность стирается, границы государств перерисовываются каждые 100 лет. Ни одна человеческая династия, ни одна религия и ни один закон в нашей истории не продержались дольше пары тысячелетий. Все великие цивилизации в итоге превращаются в руины, которые потом бережно раскапывают археологи будущего. И вот инженерам Онкола пришлось решать задачу, с которой наука еще никогда не сталкивалась. Им нужно было спроектировать систему, которая продолжит идеально работать, даже если наш привычный мир рухнет, человечество погрузится в новые темные века, а люди забудут русский, английский и вообще разучатся читать. Эта могила для ядерных отходов должна оставаться абсолютно безопасной и герметичной, без единого человека на пульте управления. Задача кажется невыполнимой, но ученые нашли решение, решив переиграть время на его же поле с помощью чистой физики и самой древней геологии. Итак, как же устроена эта идеальная подземная тюрьма? Финны взяли за основу проверенный метод, который инженеры называют системой 3 защитных барьеров. Звучит сложно, но на пальцах все очень просто. Это принцип матрешки, где один замок защищает другой. Самый первый барьер — это огромные герметичные капсулы, куда загружают смертоносные стержни. Из чего их сделать, чтобы они не сгнили за тысячи лет? Железо заржавеет, пластик распадется. Ученые выбрали чистую медь. Дело в том, что медь невероятно устойчива к коррозии, особенно глубоко под землей, где практически нет кислорода. Каждая такая капсула — это 5-метровая махина со стенками толщиной в 5 сантиметров, а внутри нее находится сверхпрочный чугунный каркас, который нужен только для одного, чтобы капсулу просто не раздавило колоссальным давлением скалы. Но медь — это только первый замок. Когда капсулу опускают в ее персональную подземную могилу, наступает очередь второго барьера. Всю шахту вокруг капсулы плотно засыпают особой глиной бентонитом. Вы, кстати, наверняка сталкивались с ней в повседневной жизни, ведь именно из нее делают качественные наполнители для кошачьих туалетов. Но под землей эта глина превращается в настоящий суперматериал. Смотрите, в чем фишка? Если к капсуле попытается пробиться какая-то подземная влага, бентонит мгновенно впитает ее, разбухнет и превратится в абсолютно водонепроницаемый резиноподобный щит. Вода просто не сможет течь сквозь него. К тому же, если скала вокруг немного сдвинется, эта мягкая глиняная подушка самоисцелится, затянет любые трещины и защитит медный контейнер от перелома. Ну и, наконец, третий, самый надежный замок — это сама природа, а точнее монолитный финский гранит. Капсулы лежат внутри кристаллической породы на такой глубине, куда не долетают ни бомбы, ни ураганы, ни изменения климата. Понимаете, когда в Онкола привезут последнюю партию отходов, ученые не просто закроют дверь на ключ. Все эти километры туннелей до самого верха наглухо забьют бентонитовой глиной и зальют бетоном. Вход запечатают так, что само понятие «вход» исчезнет. Бункер станет частью цельной, монолитной скалы. Избавиться от радиации на 100% мы не можем, но мы можем запереть ее в ловушке, из которой у нее физически нет ни одного пути наружу. Но тут возникает логичный вопрос. Почему именно Финляндия? Разве нельзя построить такой бункер в любой другой точке мира? Оказывается, нет. Секрет Онкола прячется в уникальной геологии этого места, а точнее в том, что лежит глубоко под ногами финнов. Ученые называют это Балтийским или фенно-скандинавским кристаллическим щитом. По сути, это гигантский кусок древнейшей земной коры, который состоит из невероятно прочного гранита и гнейса.
Смотрите, в чем дело. Возраст этих скал почти 2 миллиарда лет. Вдумайтесь в эту цифру. Наша планета существует около 4,5 миллиардов, то есть эта гранитная плита застала почти половину всей истории Земли. За эти 2 миллиарда лет на планете менялось вообще все. Падали огромные метеориты, материки сталкивались, раскалывались и уплывали в другие полушария, рождались и вымирали динозавры, а этот кусок гранита просто неподвижно лежал на своем месте. Здесь нет и не может быть разрушительных землетрясений, здесь не проснутся вулканы и земля не разойдется под ногами. Финны выбрали это место, потому что оно геологически мертво в самом хорошем смысле этого слова. Это самый спокойный, стабильный и предсказуемый сейф, который только смогла создать природа. Более того, ученые заглянули в будущее и просчитали худший сценарий. Примерно через 50-60 тысяч лет на Земле гарантированно наступит новый пик ледникового периода. На месте Финляндии вырастет гигантский ледник толщиной в несколько километров. Вес этого льда будет колоссальным, он будет с огромной силой давить на планету и скрести ее поверхность, стирая в порошок целые горы. Обычные шахты от такого давления просто схлопнулись бы, как картонные коробки. Но финский древний гранит вместе с подушкой из бентонитовой глины без проблем выдержит эту колоссальную нагрузку. Природа уже протестировала этот щит прошлыми ледниковыми периодами. Так что инженеры уверены, подземный лабиринт переждет любой космический или климатический апокалипсис. Смотрите, построить надежный бункер глубоко под землей – это, как оказалось, только половина дела. Самое сложное началось, когда ученые сели думать, а как вообще предупредить людей будущего об опасности. Мы уже поняли, что через 10 тысяч лет наши языки превратятся в бессмысленный набор звуков. Но ведь человеческое любопытство никуда не исчезнет. Если наши далекие потомки случайно наткнутся на эту замурованную шахту, они 100% захотят узнать, что там внутри. Вспомните, как мы сами с азартом вскрывали гробницы египетских фараонов, вообще не думая о проклятиях. Для решения этой проблемы ученые даже создали целую новую науку – ядерную семиотику. Это дисциплина, которая изучает, как передать информацию сквозь бездну времени с помощью символов и знаков. И тут исследователи со всего мира начали предлагать совершенно безумные идеи. Американцы, например, для своих подобных объектов думали изменить сам ландшафт Земли на поверхности. Они предлагали построить вокруг ядерных могильников огромные поля из гигантских гранитных шипов высотой с многоэтажный дом. По задумке, такая архитектура страха должна на подсознательном уровне внушать любому живому существу ужас и сигнализировать, что это место проклято. Была даже идея генетически вывести особую породу кошек, которые начинают ярко светиться в темноте, если рядом есть радиация, а параллельно запустить в культуру сказки, песни и мифы о светящихся кошках, несущих смерть, чтобы эта информация передавалась из поколения в поколение на уровне фольклора. Но знаете, к какому решению в итоге пришли создатели Онкола? Оно по-настоящему удивляет своей простотой. Финны решили полностью отказаться от всех этих пугающих монументов, кошек и знаков. Понимаете, логика тут железная. Любой знак — это призыв к действию. Поставь там знак «Опасно», и люди будущего тут же начнут копать, решив, что там спрятаны несметные сокровища древней технологической цивилизации. Поэтому финская стратегия — это абсолютное, тотальное забвение. После того, как бункер запечатают, поверхность острова Олкилуота полностью разровняют, засадят обычным лесом и сделают так, чтобы это место вообще ничем не отличалось от тысяч других финских холмов. Лучший способ защитить людей будущего от бункера — сделать так, чтобы они никогда о нем не узнали. Примерно через 100 лет, когда Онкола полностью заполнится медными капсулами, рабочие зальют последний слой бетона и навсегда уберут отсюда всю строительную технику. Это произойдет где-то в начале 22 века. И с этого момента на глубине 500 метров начнется великое 100-тысячелетнее молчание. Для нас этот срок кажется бесконечностью, но для финской гранитной скалы, которая неподвижно стоит уже 2 миллиарда лет,
это всего лишь короткое мгновение, едва заметный щелчок пальцев. Получается удивительный парадокс. Наша цифровая цивилизация производит терабайты информации каждую секунду. Миллиарды фотографий в соцсетях, видеороликов, статей и переписок в облачных хранилищах. Нам кажется, что мы запечатлели себя в истории навсегда. Но реальность такова, что весь этот цифровой след исчезнет уже через пару веков, как только отключатся серверы и разрушатся жесткие диски. И в сухом остатке, самым прочным, долговечным и неразрушимым памятником человечеству 21 века останется вот эта запечатанная пещера, скрытая в глубине планеты. Огромный подземный лабиринт будет тихо лежать в абсолютной темноте, пока над ним будут рождаться и умирать новые государства, меняться языки, таять ледники и двигаться материки. И, возможно, главная мудрость проекта Онколо заключается в том, что по-настоящему развитая цивилизация определяется не тем, сколько энергии она научилась добывать, а тем, способна ли она вовремя, ответственно и тихо убрать за собой, оставив планету в безопасности для тех, кто придет после нее, даже если для этого приходится зарыться на полкилометра в самый древний камень на Земле.